Всем привет! Вы на канале Ставим лайки, подписывайся на канал. Я сейчас по-быстрому все настрою и начнем. Всем привет! Вот все, меня видно. Мы будем... Я уже... Вот, надо было успеть забрать 10. Это я на топчике 867. Как раз и вот на вот этом аккаунте, как вы видите. Через минута осталась, минута. Повезло, как чисто. $400, все, уже начинается. Через несколько секунд. 57 секунд осталось. Какие сегодня будут показывать, ну, команды, все вот эти вот. Глючит чуть-чуть, да, согласен. Ну, чуть прям, не чуть-чуть, не глючит прям так. Сейчас я перезагружу, минуточку. То надоело глючить. Поэтому глючит. Ну вот здесь я успел вот эти 10 забрать. А там не успел, ну вот здесь, на этом именно аккаунте. Поэтому будем забирать все. Что-то, может быть, не будем забирать. Посмотрим на ролик. Так, здесь тоже включаем. Здесь тоже будем смотреть. Ну все, уже по времени должно уже сейчас. Все, да. Все начинается. Все должно. Почему у меня звука нет на маленьком телефоне? А, все, понял. Я же отключил точняк. Сейчас, ребята. Я не знаю. У меня на этом работает на маленьком телефоне. У меня работает, я не знаю, как там у вас. Так, короче, перезагрузим. Под песню, знаете, такой. Кстати, у нас сегодня ММА играет. Когда я в ролике говорил вам. Почему на этом телефоне вижу, а на этом нет? Вот, все. Вот здесь быстрее, кстати, показывают. Вот здесь вот. Это всегда... Это я просто первый день не видел. Это что, реально? Пишем комменты. Ставь лайк и подписку на канал. Но это только начался. Начало. Я это специально делаю, знаете, так не будет. Ну, короче, не важно. Так, еще чуть-чуть ниже. Вот мои руки. Чемпионат. Лайк, подписочку. Вот и все, начинается. Фит! Чего не скажет так, а? En ce deuxième jour des finales mondiales de Brawl Stars, on a eu un jour excellent hier, beaucoup de 3-0, beaucoup de bons matchs, 4 équipes qui se sont déjà qualifiées pour dimanche. Et aujourd'hui, on a les 8 équipes suivantes, 4 tickets pour le dimanche final ici à Disneyland Paris. Une seule équipe pourra finir avec le plus grand des titres, ça sera décidé demain, mais aujourd'hui, beaucoup d'actions Brawl Stars. And of course, for all of the English speakers out there, I will be speaking both languages all weekend. Welcome to day 2 of the Brawl Stars World Finals. We had an action-packed day yesterday. 4 teams have already
validated their tickets to go to the finals. Tomorrow, Championship Sunday is going to be big, but there are 4 more spots to take. Тут я звук специально выключу, чтобы вы слышали. 16 teams are in competition here at Disneyland Paris, but only one will live with the biggest of titles. Сегодня, кстати, опять не получился прямой эфир сделать. К сожалению. К сожалению, так. Пытался очень сильно, но никак не получалось вообще. О, здрасте, второй день. Это, кстати, долго ждал. I'm feeling great. Yesterday was already awesome. We got 4 more round of 16 matches left. We're gonna play through them today, and man, there are some amazing matches lined up for you. And let's get a quick recap of that format as well. If you weren't with us yesterday, here it is. Power match format. Ждал сначала этого ролика, а потом тебе хочется, чтобы он закончился. You lose, you are out of here. It is the culmination of a year's worth of effort. Best of 5 in the round of 16, all the way to the semifinals, transitioning into a best of 7 format in those grand finals. Prize pool is looking pretty spicy. Yeah, $1 million on the line. Если меня плохо слышно, я могу включить такую штучку одну. Ну не прям штучку, но... Вообще, она по... Я шучу, это не микрофон и никакая не фигня, это просто какая-то ерунда, я не знаю, что это такое. Кто знает, пишите. Пишите, кто знает. Вот, сюда надо смотреть, тепло. Блин. Короче, Z сейчас будет. Это и вот эта команда. А ММА. Сегодня же ММА должно быть еще. А, да, ММА будет. Ну, почему-то выходят эти только 4. ММА просто так, походу, будут сражаться. С собой там. Не знаю, ребят. Сегодня буду долгий ролик на маму. Я буду чуть перематывать, иногда уходить, потому что, сами понимаете, я тут с вами так долго сидеть не буду. Вчера и так час шел. Лайк, за это точно подписку надо. Конечно, не прямой эфир, но да ладно. Потом сделаем еще что. Some serious matchups here on the bottom side of the bracket. Any of those stand out to you in particular, Teddy? Have you seen that third match? I mean, look at it. Скажите, почему мне сейчас? Да просто так, чтобы руки пахнут вкусно. Не знаю. Well, I definitely agree, but it seems like we didn't exactly agree on our predictions here. At least I speak for myself and all the other casters, excluding you. Why Navi versus Tribe Gaming NA? It's a very hotly contentious match, but once again, you're the sole outlier, taking just one different match from the rest of us. Well, listen, yesterday, I was the only one going totem against Vatra. I was right. Только все начинается, только. Здесь реально вперед идет, тут намного больше идет, быстрее, чем тут. Тут опаздывает на маленьком. Я поэтому вниз смотрю, чтобы тоже, чтобы поспевать. Чтобы на вас смотреть. Submit your predictions of your own, interact with the stream, watch and earn some rewards as well to redeem in game. You can get the new skin as well for Tara, which is looking super awesome. Also, make sure you engage with us on TikTok. We want to see y'all's reactions as well. You can share those with us using hashtag BSWF22 and share with us your reactions. We want to see how you're reacting to it. I mean, we get to do it up on the big screen. У меня же все это. Exactly that. We get to see the reactions of the people like Я мог просто снимать на другое кое-что. У меня же есть камера, но я не буду достать. Она вот тут лежит, ну ладно, покажу. Ну, может быть, скоро на нее будем снимать. А может, даже на вот это будем снимать. А может, на планшет. Это тоже камера такая. Вот. Definitely one of the top Ну, dogs я in their home region of зарядку. EMEA, getting a couple monthly finals wins in there. Zest can't say the same for their region. The third seed from LATAM South, definitely having some struggles in their home region. Yeah, on paper, this is one of the more one-sided matches here of the round of 16. But in the past, it doesn't always mean everything. It all depends on the form, on the match day.
And guys, talking about the form of those teams, let's find out as they go on stage. Et allez, c'est l'heure pour le premier match de la journée. On a 4 gros matchs aujourd'hui. Et le premier match qui va commencer, ça va accueillir directement la première seed EU. Mais vous savez quoi? Je vois les supporters de Tribe. Il y en a quand même beaucoup. On va la faire en anglais rapidement. For all of the Tribe supporters, we're doing this one in English. Are you guys ready to make some noise for your team? Yeah? Tribe Gaming EU! A team that clearly needs no introduction. Some world finalists from last year and previous years on this roster, especially if we talk about Tom, world champion in 2019. Чуть-чуть глючит, ребят, такое тоже может быть. Сейчас перезагрузим, боже мой. Ну это какая? Это команда, которую мы голосовали на втором боте, а на топчике мы проголосовали. Ну, чуть-чуть глючит, ребят, поймите. Хотел вам камеру эту долбанную показать, но она... Я что-то не могу ее вытащить, ё-моё. Что там такое, что аж прям... Ёлки-палки. Раньше отдвигалась. Короче, неважно, не суть. Это не самое главное. Не пойму только, почему он такая. Потому что не хочет уезжать, как будто. Ну, короче, это камера. Я не знаю, почему она не уезжает. Не знаю. И тут еще была такая ерунда одна. Ну, сейчас, короче, разберемся. Подождите. Так. Я просто не пойму, что сейчас за бред. Что тут... Тут вы видели сейчас, что тут происходит? Ужас. Короче, перезайдем сейчас. Боже мой. Как лагает жестко, ребят. Жестко лагает, ой, боже мой. Ну, лагает и жестко, реально. Ну, чтоб мы с вами смотрели дальше. Сегодня мы добьем тару. Это будет... О, что, еще дали плюс? Плюс сколько дали? Плюс сколько? Не, ну просто посмотреть, мало ли, может быть, уже там... О, это уже, походу, пересняли уже. Что-то я не пойму. О, да, плюс 10 давали. Мне было 857 на аккаунт. Ну, на топчике сейчас будет тара, и как бы тара я буду просто орать. Мы проголосовали на топчике за красных, а я проголосовал, ну, естественно, своем за топориков вот этих вот. И вам советовал. Ну, я случайно уже говорил, то, что на топчике это сделал. Но я знаю, мы все знаем, кто здесь победит. Brought them there, so he could maybe, you know, have даже не дали ничего. The best form, the best conditions to perform. Блин, или я, может, что-то опоздал. Да, я перезагрузил телек. Тоже могу это забыть. But we have seen Tribe choke and fold here and there. So, gotta be careful, you know, try to get that good, solid, early start. Whereas on Zest, I mean, they want exactly the same. Я уберу себя вот сюда, куда-нибудь, чтобы вам было видно. Ну, чтобы еще было видно, сколько очков. Я не верю в это. То, что сегодня я получу тару. И давайте, знаете что? Мне кажется, я получу за 3 или 2 матча, вот за 5, 6 и 7, я по-любому получу тару. На топчик я, давайте вот посмотрим, если я вот за 2 наберу на топчик, но если не я наберу, я выполняю какое-то наказание, если за 2 турнира неправильно. Ну, не за вот этот вот, который сейчас идет, а следующие 2. Вот тогда. А если наберу на втором боте за 3 раунда, не, даже, да. Не, пускай будут в конце раунда дойдут до тары, ну, в конце всего этого, на втором боте, то я не буду ничего выполнять. А если проиграю, то буду выполнять и на втором боте, и на топчике. Почему здесь тормозит чуть помедленнее? Какая-то инструкция, что ли? Но я смотрю и сюда, здесь типа медленнее, здесь ты сразу смотришь, а вот тут рассматриваешь, если что ты не успел посмотреть, там, не знаю. Ну что, эту картину я сделал своими руками. Красиво, да? Понимаю.
Съемка скрытая будет с этой камеры. Как я уверен. Начинаем, походу. О, там, кстати, в этот был вольт, который сейчас в Brawl Stars можно купить там за сколько-то долларов, по-моему. Или рублей еще можно. Ну, там у Холдика можно купить за рублей. А, я хотел еще ММА посмотреть. Но ММА сегодня будет. Блин, ну не знаю. Вот они готовились, здесь по-любому топорики поиграть. Ну, на топчике специально сделал, потому что и так, ребят, понятно, что он получит тару первее, поэтому специально. Ну, вообще, я случайно сделал, но потом я подумал, скажу специально. Вообще, реально, если честно, я случайно сделал это, поэтому как бы не суть. У нас салюты. Как раз просто начинается и салюты. Классно вообще, прям. Я пока бутылку покидаю. Сейчас на голову поставлю. Поставил. Кто не верит? Ну. Вот, смотрите. Да, что это было? Как надо поставить? А, уже начинается, уже голосовать должны. Здесь синяя кнопочка, чтобы голосовать. Уже синюю кнопку должен дать. Давайте на синюю кнопку. Или потом. Но вообще было, по-моему... Да, синюю кнопку Валька они убирали постоянно. Генерала Гавса. А мы здесь, вот здесь еще не вышли. And he's a very popular wall breaker as well. And safe zone wall break is going to be absolutely paramount to a lot of strategies, especially if you want to run something effectively up the right lane. Давайте я вам покажу, когда уже будет начинаться. Хотя уже сейчас начинается, но пока выберет бойцов Б. Ладно-то. О, вот сюда поставлю, вот здесь удобнее будет. Нет, вообще. О, подождите-ка. Можно прицепить сейчас. Маленький телефон к этой ерунде. Или нет? And great for denying things that get close range versus you as well. This roster has been known to run Daryl here pretty reliably. Carl still an option that we saw absolutely wreck house yesterday. Piper and Colette actually is quite interesting. Colette, of course, colossal damage on that safe, especially if Jade gets damage boosted by Colonel Revs. I would say it's more likely that Piper gets damage boosted since she's less likely to die with the treat over her head. Drage on the Piper though, always one that you want to be watching out for, but there's still one option left on the side of Zest for a counter pick. Yeah, honestly, I love this draft on the side of Tribe. Daryl is going to be our final pick here for Zest. I like it too. I think both teams have a lot of merit here. Lena has a very good matchup against the Daryl. Overall, Lena on the Colette can be an absolute trend. I think what I like about Tribe Gaming да, захват, ну, большой вот этот ящик захват давляем. Знаете, блин, всякое приходит. Я ж у меня на все почти подписано. Всякие старенькие. О, началось. Первый сегодняшний ставим 610 и здесь ставим на маленьком телефоне. На маленьком почему-то не этот нету. Я не понял. Не понял. Вот сейчас появилась. Вот стоя она появляется. А, я за красных болею, ребят. Я же за красных. Здесь красный получил. Синие победят! Че, Brawl Stars? Не дури, Brawl Stars. Я на маленьком телефоне капец как выучил. О, все. Ладно. Я лучше так поставлю. Чтобы он стоял. Потому что так красного нету. Trying to get some damage in here. A little honeypot thrown down as well. Good contact from Lena. But this is a dominating game so far by Zest.
Zest are destroying Tribe Gaming EU in this first game so far. A nice homemade recipe connects from Drake down in the mid and глюки реально, ну есть такое чуть-чуть. On that B, Alonso has a super as well. We need to be careful on the side of Tribe Gaming EU. There's not a whole lot. Если здесь лагает, то значит to тут будет лагать. maneuver this first game as we get towards the final minute. A super from the now to go in and out, get some damage down on that save. They have a lot of catching up to do still. Well, now that Drake is all powered up, he's definitely going to be a threat. No one tries to push up around the left side. It is able to get some damage in. Наши могут проиграть. Denied by Tom with some wall break. He still stays alive, but the sandbags appear to come in clutch. Alonso also gets a kill here. Lana has a super. А у нас синий, я здесь за синий, да. Наши пока красный здесь стоит. Pretty unwinnable lane matchup for him, especially with no one coming around the left side, rather right side. Drake though, thankfully, is able Сейчас я на маленьком телефоне перезайду. dashboard as well from the Lana, but they got a long way to go on this save and short time to get there. Nice roll from Noah. Лаги жесткие. Kill is going to be confirmed by Loco as Alonso falls on the left side to Tom, and Tom is utilizing those sandbags with the damage gear as well to get that extra damage. Не команды, результаты. Чемпион. Who is going to go home with that first game? The champion from Drake doesn't get a shot off, but now with the super gets shut down, and that is going to be Zest taking game number 1. What am I watching? This is the exact opposite of what we expected. However, if you want to get that momentum started versus a team that is particularly sensitive to momentum, you gotta get it done in game 1. What a way to start things off. Just the diff on the defense of Tribe Gaming EU. Zest, they already have their eyes set once again at mid. Alonso is going to be breaking open that left wall fairly early on, but Tommy's going a lot more aggressive this time, trying to line up the shots. Блин, у меня жестко лагает, чуваки. Жестко. О, все. 787 на топчике. Жестко лагает на топчике. With the honeypot, Loco manages to stay alive as well. Charge being damaged here active, but no 4K contact. All right, let's see. So far, not nearly as much of a problem in the early game for Tribe. It does make sense though, right? You have the roughs, which doesn't get the free wall break, so it's easier for that right lane on the side of Zest, as well as those buffs that come from the trees from roughs. They're gonna take a while to build up. First, that left side is gonna be weakened down. Chance now for Tom to чеченцы, давайте. try to get some connections towards the safe. Короче, вы поняли. Connecting on safe just yet. Those walls are Ладно, если сейчас... Ну, посмотрим, короче. That is going to be favorable for them as Alonso creeps up onto the right side. Wants to get up close, but those stacks from Tom пускай здесь будет с глюками, но это будет команда. Это маленький телефон, он мало. Можно подальше поставить. На, будет отсюда смотреть. Но зато сейчас будет 900 на в топчике, и мы сегодня по-любому тару получим. Сейчас будут вот эти вот выигрывать. Они топовые, я буду офигеть. Кстати, я не представляю, кто за кого играет. Кто топовый играет. Наши могут проиграть, все. Наши проиграют, 100%. Это не ихняя катка. Хотя могут и выиграть, но вряд ли. Маловероятно. Они защищают, кого-то они, блин, играть не умеют. Зато я случайно на топчике поставил красный, но если они выиграют прям счет 3-2 или 2 чем-то такое, не-не-не, я не верю в это. Я не верю в это. Неужели если нас сейчас выиграют? Да! Ничья пока что. Наши синие красавчики. Let's just appreciate that Daryl pick into the Colette as well. The confidence from Zest, and I mean everyone have their doubts. We know who we have in our hands here already. Let's see. Who takes set number 1 between Нам еще 3 и будет 900 на топчике. Кто не верит? Просто кто не верит? Кто не верит? Люди какие-то. Кто не верит? Кто не верит?
Не знаю, видно, он плохо не... Короче, 897. Ну, судя на тару, на топчике, я покажу еще, зайдем на второй бот, заберем. Половина игроков даже себе не позволит это. Не. Я вас верю! Вы выиграете, козлов, почти! Просто радость, знаете, не имею границ. Я болел за эту команду, если... Но они собрались с духом. А то сначала, я думал, они проиграют, но они собираются с духом. Все-таки... А могут они по приколу, может, они такие показали. Ну ладно, выиграть, а потом такие... О, все, сюда иди, все, забрали, и все. Хорош, хорош. Хорош. У них еще не хп, у них сотка, у них у врагов 67. Просто. Я просто похлопаю. Нет, наши выиграют. Дэрил, они замочат Дэрил. Если вы сейчас соберетесь, и я знаю, что вы соберетесь, то вы их делаете и получите первым. Ну, по-любому они выиграют. Давай, давай, мочи козлов, мочи козлов. Да-да-да, молодец. Молодец. Наши выиграли 1-0 в пользу наших. Красные проиграли, топчик, извини, конечно, но наши выиграли, ебу! Е-е-е-е-е! Of confidence that Zest were building up, but to be fair, I'm saying that, but I mean, Zest aren't surprising us so far. I think that draft was a fantastic one there, and definitely not like a free win by any means, but even enough that, you know, this got close. This got dangerously close. If that second game, a 10% difference, and suddenly we would have had Zest take the first set. No, honest truth here, I wasn't entirely convinced by the Daryl pick on paper, but in action, it was just endless aggression onto that save and some solid damage overall. Where Zest seemed to really have that struggle was once things pushed up to mid, and especially once the supply мне покажет. Мне покажет 2-1 на маленьком телефоне. Seriously prevented the beat from doing what B's usually supposed to do, keep things at long range, slow things down whenever she can. I do want to give a shout out to Loco because he was going nuts that game. In fact, all of Zest was taking game number 1 is such a great statement over a team. Мало, чтобы сейчас вопроса не было. Но они красавчики. Что такое Пайпер? И все. И Пайпер в конце прям красиво. Потом еще сзади стоял. Они вот так затащили, я же говорил. Они по приколу проиграли первый раз. Чтобы у них чуть балл подняли. Они даже как-то душевнее выглядят, чем эти. To really find, you know, any sort of connections after those Daryl rolls, and it's a problem, you know, sometimes with until you are in the action and you are, you know, right next to your opponent, you can't really do much, just be there, tank a bit or whatnot, wait for that super to pop up, but I think that Tribe did an amazing job here at dodging that trap in the first set where Zest, you know, they win the first game and it was a stomp. They looked much better, and Tribe did not let that take them down. They managed to somehow get a good reset, focus up, and reverse sweep that opening set. Beautiful stuff from the #1 EMEA seed. Safe zone is where we are heading next, and Stu will be the first pick for Tribe. Definitely liking the Stu pick here. Also clarifying it's not safe zone, open zone. There we go. Yeah, two zones in a row, and I mean maybe another one if we move on to knockout pretty soon here. Another, yeah, or out in the open, only tangentially related to open zone, which is once again not on heist. But anyway, Stu, I definitely like here. You're able to bob and weave in and out at that point. You're able to chase down tanks that could be particularly troublesome. I don't necessarily expect to see that here. Poco's actually going to be the response, in fact, and this one is a little bit worrisome for me when Stu is in the mix, but should have seen it coming from a mile away because B has been banned on the side of Zest. They fully intend on running a PocoCon. Man, I mean, this has some real potential on the side of Zest. I love this too, don't get me wrong, I think it's one of the most dominant picks on this map. You can just get those wiggles and, you know, dash left and right in the zone, stay there forever. Speed zone, still strong, not nearly as strong as it used to be, but it can still help out massively. On the other hand, Poco, an absolute threat on this map. Wonder why they went Gale rather than Max. To be completely fair, I think that would have been a potential explosive. But I do respect the Gale here as well. I mean, obviously, you know, you want to control the zone. Nothing better to
Это не реклама, если что было. Забудьте это. Вообще вкусно. Бал. Ну, просто не буду рекламировать, просто покажу вам. Просто бал. Не рекламировая. Не рекламировая. Ой, жестко глючит, капец как. На вот этом мини-телефоне он уже прям горячий. Если что, у него быстро зарядка садится. Хотя на моем меньше намного. Боже мой, как он медленный. Он, мне кажется, догрузит до самой Европы. Если уже выбрали, там было. Performed phenomenally yesterday. Now, will Zest perform as well as Tempo did yesterday on that car pick? There's only one way to find out, but yeah, this is going to be an interesting one for sure. I like what I'm seeing on both sides. I think it's a bit more traditional inside of Tribe Gaming, but we do have that launch pad. Все, ребят, забираем домой. Где синяя кнопочка? Вот это. Ну что, ребят, поздравляем меня на топчике 907. 907. Нам остается чуть-чуть, всего лишь-то. Немножко. 94 этих. Вот это не серьезно. 94. Мы сейчас выиграем. Ну, красная команда нет, а синяя. Мы, да, ну, нашу его. Вопросов что-то нет, заметили? Что должен? Я уже пофиг на этот маленький телефон, главное, чтобы вопросы приходили, я голосовал. Я смотрю на этот. Я просто раньше с этим телефоном ходил, вот именно вот с этим. Вы скажете, какой маленький, что у тебя Человек-паук здесь стоит. На моем, если честно, такого не стоит. Он у меня на высоте, хочу заметить, стоит, и вот это вот не мешается. Он вот реально на высоте стоит. У меня есть специальная подставка, я могу и это тоже так же подставить. Еще такая селфи-балка. Вообще эту подставку ему подарили, когда они подарками обменивались. Такой вот Миша. Миша, брат, передаю привет. Всем родственникам привет, бабушке. Всем, кто смотрит этот ролик, ставим лайк, подписчику. Всем привет. Кто спит, кто кушает, приятного аппетита. Кто спит, спокойной ночи. Спите, смотрите, главное, просто. Желательно мой эфир. Наши могут, но не хотят. Подъем! Проснитесь, вы можете, давай. Все, это все имба. Иди. Нет, они могли. Они тупанули один раз. What is Zest on today? They're taking game 1 in the first set, game 1 in the second set, and completely out of nowhere as well. Running some stuff that is also kind of out of nowhere because a jump pad once again is starting things off. No one seriously stuck in their head, getting that control towards the end and getting close range versus opponents that struggle to pump out the Соберитесь, или они опять подойдут. Я не знаю, что was an absolute powerhouse in the last game. But this time, not only are they going to get that early zone control, but they're really going to look way better than they did in game number 1. Lenad, though, is trying to dispel some of this defense, already circling in versus Loco on the left side. Alonso and no one trying to stay alive on the right. No one needs the piercing damage, but Drake stays barely out of range. There's a free spring too. Loco goes down on the left. 917, здесь 650. Нормально. Прям вообще прям, разные вселенные там. Этому далеко для. In favor of Tribe Gaming, and they have the lead, they have zone control. This is looking excellent for them.
Big push breaker on the right side for Tom as well. It's going to be an issue for No One and Alonso who need them to survive. Here comes a super in from No One, but it's a little bit too late actually. Tom does stay alive. Они могут все, если не from a lot of damage, and it just came a little bit too late. Но они либо прикалываются, просто первый раз проигрывают, а потом просто их вот так вот просто рассчитывают. Вот так вот он делал. Молодцы, красавчики мои пацаны. Лайк, подписочку, чтобы наши выиграли. Выгони эту! Да идите вы посрать на эту полку. Вы главные сегодня. Вон, вон. Ладно, на маленьком телефоне топчик, он и так выиграет. Поэтому вон. Я бы и так еще бы раньше сделал. Я, если что, реально случайно сделал за розыгрыш. A lot of struggles there for Carl, unfortunately, because versus Amber, he should be able to gadget in and then immediately super, but you can just sense the pressure that Tribe Gaming EU is applying here because, frankly, that's not necessarily how Carl usually works in this interaction. We'll have to see, though, if it changes up in this next one, because what we saw in set number 1 is they changed up the lanes, they try to make it work here. Zez, they got to go for anything that they can get as it's all tied up in the set. Alright. Just a couple of percentages lead, but the first kill goes the way of Tribe. Куда убрали? Alonso burning down and will end up dropping as now Tribe have a solid foothold in the mid. Zest need to be incredibly careful. They don't want to give this one away. They barely lost that first set. Twice in a row would be devastating. Another double burn from Tom. And that is going to be a follow-up cleanup from Tribe Gaming, as it's only local left alive and just barely poorly timed respawns. They do manage to keep local up for now. It's going to try to heal up. Commit a bit more, but every time he gets that before he can do it seems like Tribe are just running away with this game and with this set potential. Потом вторые ММА будут мои любимые. Заканчивайте с этим. Вот, все, вот, наконец синий добавили в колоду. Все, ребята. Домой, домой. Да. Все, первое испытание. Сейчас будет по-любому или еще что-то сейчас будет. На разуховке is absolutely worth pointing out here is just the adaptation that Tribe Gaming EU is capable of, losing both first games of their sets and you know, quite tough losses too. The first one in the Heist was a bit of a stomp, a bit of a surprising one too, and that second one, in the second set it was a huge clutch, and yet games 2 and 3 they managed to just make a night and day difference, coming much more confident, pop off, hit those shots, keep them away from the objective, and dominate. Tribe Gaming playing fantastically here, but as you said, Zest catching everyone off guard because talking to the players, talking to everyone here at the World Finals, most people stars were Zest were maybe, you know, bottom of the round of 16, or maybe 1 or 2 spots up, but they were around the bottom of people's rankings, and they are definitely surprising us here with this. At least the 2 first sets. Not the ideal place to find yourself, and not the ideal place to be told that you are at the very bottom, and we've been proven wrong, right? Everyone here has been proven wrong, but the ultimate way to do it is to get some wins on the board. We see some games up there. We need to see sets. We need to see this go to at least a set 4 for Zest to truly prove themselves versus this roster. And I'm going to return back to something that I think we observed in a large way. The pressure. It was clearly mounting so much. Some blunders started appearing there towards the end of that last set. Yes, минут снимаю, Brawl Stars тоже почти. Но раньше That's the kind of stuff that reveals these are pro players. They had to work so hard, they had to play so well to get to this stage. It's got to be some external force causing that stuff to happen. Я просто только... No, you make a valid point. Я еще хотел 18-30 заснять. Ну, только думаю, зачем мне еще заснять. So, when you have a final pick and it's probably the least еще, короче, каких-то on the entire map, a bit of a mistake there. Извините за выражение, но реально долбанный турнир. Сегодня мы отыграемся и получим тару. Вот, подождите, еще. Совсем. And they've been so close to doing so.
Ну сегодня примерно я дойду до тары, если сейчас синяя шкала просто будет всех выигрывать. Вот на топчике сегодня 100%, а вот на втором боте я могу сомневаться. Кто-то проиграет из голосового, наверное. Не могу говорить точно, но я ж не знаю. Если бы знал, я бы топ голосовал бы. Все зависит от самих этих. Никакой не а уж не подавайте, вы только баллы даете. Чего просто не спрашивают? Почему? Блин, ну реально, почему? Отдых, пожалуйста. Вы просто полежим, а подписчики. Вы реально просто полежим. Вы просто полежите. Кто встал? We'll see a Griff and a Gus picked up by the side of Stripe. They've been loving those two brawlers in the last couple of months, and understandably so. Gus, as a support brawler, provides just so much to the team with that super, but also is a perfectly capable duelist. If you hit those shots, pop a gash, claim a kill, and it's as simple as that. Like Otis is going to be the final pick on the side of Zest. Any comps your favorite here, ready? I definitely am more used to and more adapted to what Tribe Gaming EU has to offer, though I think that this might be a pretty inventive approach from Zest, because I think the pretty clear strategy here is that Tribe Gaming EU, they intend on, at least as a last-ditch effort, perhaps, throwing that shield onto Drake. He gets passive healing because he's Griff. He does great damage and looks like because, yeah, he's Griff. And Otis's intention is to silence him up. He's what? Yeah, he's got the money on the block. Okay, let's check out what Zest has to offer. Already, up the left lane, a little wall break as well. Gonna keep Griff back. And Gonna be using the jump pad. That's a little bit different. Yeah, trying to catch them off guard, get some good positioning off the bat, and it worked. Looking at the position from Zest now, they are all the way back in their spawn. No one was a big tag onto the nut. The nut is able to pull out and stay careful. As so far it is still a massive control advantage in favor of Tribe, but HP-wise, Zest have managed to recover without losing a single player. To be careful, and that does have a super now as well. We know how devastating those can be in the late stages of those rounds. Still working towards that pool, and on the side of Zest, they do have two supers as well. Alonso might have to go for a ticket here as the Nut is getting dangerously close, and wow! Beautiful teamwork and connections on the side of Zest, but a pull from Drake connects, and it's only Loco left in a 1v2. Is he gonna go for it? He is indeed. Can he make it work? He gets one. Does he get the second? Top is gonna shut him down. A brilliant attempt here from Loco in the 1v2, but not a successful one, unfortunately, for Zest, and that is gonna be some lost utility as well. But surely he's still fairly close to his next super too, so shouldn't be the biggest problem. Drake does have a pull, so Zest cannot afford to overstep. 30 вопрос, а на маленьком телефоне вообще кажется, было 60 кого-то. И реально было больше, почему не знаю. If this round goes away of Tribe Gaming EU, it's gonna be a match point incoming for the guys, and that is the least optimal situation for Zest. Я специально ставлю, чтобы было вам удобнее и мне удобнее. Почему сюда куда-нибудь можно поставить? Drake also has a pull ready to go. As soon as that poison starts closing things in, he's going to be ready to use it. He's also ready to grab things through walls, and Loco and Alonso have to make sure they don't get pushed back too far. Yeah, they always need to be careful now as the gas is going to force them into the mid. Alonso taking a little bit of damage, going to place down his thick head. Is it going to be enough for Drake to take it down? He falls! That is a huge kill as the Knight's next in line, and it's only Tom in a 1v3 finds one. Can he find another? No, he won't. And this time around, it is going to be Loco to close it out. 1-1 in this game.
Great game sense there as well. They knew that they would be able to lay enough damage into Drage to take him down in spite of the shield. And Alonso off of that has also cycled his super out once again. No one has his super too, but he's got to get some brawlers in closer range in order to make use of it. And he has to be careful about the looming threat of Drage. He can be anywhere inside of these bushes. And Alonso's trying to gradually push it back. Meanwhile, Loco, he's got to be careful about moving too close to these obstacles on the backside. Leonardo is still going to be pushing in spite of that defensive play. Drage also has a super ready to go. It's the same situation as last time, but now we have to see the pull. Oh, it was a bait. Drage look at it. Almost a kill onto Lena, and it's still a tie game. Oh my goodness, the teamwork on track to make it work. But a beautiful strategy from Zest too. Lena that was muted and could not deal with the stick. And the ball connects onto Alonso. And disaster strikes for Zest as Stripe Gaming have the man advantage. The super from Lena to close it out. No one in a 1v2. Not a chance. It's going to be match point for the boys in red. We talked about it. Pressure, it is absolutely mounting. There is no other way about it, but we see it in the gameplay too. Drage, he flashed his super to bait the tick super out so he couldn't block the pull. Здесь поломано, знаете, but ребята, also something that only works when your opponent is nervous enough to make a trigger-happy mistake like that. Let's see it though. Drive Gaming EU, they're at match point. Zest, they have to rise up to the challenge and claim this and push us to yet another match point in order to get a set victory. This is the final chance for делают Zest Storm. красавчики, It's да, their мы как бы final не life as they сомневались. cannot afford Ну, в to принципе, lose еще either делают of свою the next two работу. games О, that ставить this еще раз. set might not even get to Блин, play. это же за... Both they have good control right now. Try pushed back and a comfortable Drage, a bit isolated as well, but a huge pickup from Tom as no one falls. Loco with a Я beautiful если что trade не out to сижу, это Drage Brawl and Stars. leave things open in a И здесь 2v2. я могу And now посидеть, но ему his shield не хочу. expires and it Ну, should 20%, мне more or как less телефон even быстрее things out. сядет, However, чем two для supers мамы. available on Zest. Хотя Could be мы quite заряжали еще significant. на Tom in телефон. trouble. Tom, Как 1 HP, but can they take him down? They will indeed. Interesting gadget choice as well as Lena is going to desperately try to 1v2. And now breaking open the walls now as well, but too many angles, too many possibilities for shots to come here and there. And he does pull Zest. Think around, they desperately need it. Certainly a commendable effort there towards the end by Lena, but they still need to get a couple of rounds in here in order to close out the match. Oh, early kill there, Tom. He popped the gadget to get that kill shot onto Loco, and now already it's a 2v3. This is not looking good for Zest as we speak. They can afford to lose this round, but it's suboptimal. Here it comes, the kill on Lena, and now it's evened out to a 2v2. Wow. Beautiful stuff. Lena with an overextension on a pull. Connects against the Drage, and he has been on point on that Gene. 2v1, no one has the DPS to turn this around, but it is going to be a struggle, especially as he has no moves to easily kill back, and the Gene is constantly able to chip, damage him. He does get his super, but he does go down. Tribe Gaming Короче, сейчас досмотрим all это they need is и this короткая round, пауза. and they'll Для be вас qualifying секунду for the пройдет. quarterfinals. Well, on the side of Zest, for what it's worth, they have 3 supers to work with. Даже Loco's going to go for вообще silence, даже не missed секунду. super onto Lena. Drage also has a super of his own. He has that pull ready to go, but no one can block it, so he's going to try and play aggressive. Drage might try and block it out, or rather bait it out once again. No one is going to pop it. That gadget's on cooldown. Not too much of a concern for the guy. Drage is too far away to be dealt with. Alonso still, he has that looming threat of a tick super too. But just like we've seen before, try to gradually push these guys back. No one almost gets tapped up there by Tom, but we still find ourselves in a 3v3. The poison is a looming threat though. Yeah, that 3 super advantage has shifted around. Now we have 3 on the side of Tribe. Who is going to take the game and potentially the match here? As Tribe are still in a good position. Let's see if Zest can even get out of that spawn position. They are starting to move back towards the mid. Eventually the gas will force them to. Alonso is very low HP. Some good tanking from Loco to keep him up as the thick head comes in. Connection out to Tommy's low HP. It's a bit of a mess. 1 kill, 2 kills, 1v1. No one. Oh, it's the kill. Zest are not out just yet. They keep fighting Tribe off as yet another set goes all the way. Zest, they refuse to go down without a fight, without at least 1 game to their name. And no one, I don't think anyone said, well, maybe no one himself, right? But
No one saw this coming. Zest, they got to get one more game victory in here to push us to a set number 4, and hopefully on their side go for the reverse sweep. But they're the major underdogs, and they are still locked into a match point on the side of Tribe Gaming EU. Wow, Tom shots though. No one on the left-hand side. Alonso not in the best position either. Alonso also getting isolated on the right-hand side. This is not the start Zest wanted. They really wanted to hold on to that momentum, but that's not an option anymore. Two supers on both Вообще за первый один день можно заработать за один день можно, а за два, наверное. Я просто удивлен, у кого если вот первый день ты заработал и у него 9,999. Я где-то, по-моему, видел мем типа 9,999. По-моему. Ну, вроде был, если честно, я не видел. Да, блин, я больше на камеру смотрю, хотя он здесь. Я смотрю на себя, поэтому надо туда поставить себя, чтобы меня видели. Alonso, he's tapped out by the smoke, and it's just Loco versus the world. Loco in the 1v2 of his career. Ну его зажали. Can he turn it around? Or is this where Zest falls? They fought brilliantly. They can be proud of their performance today, taking already 3 games off Tribe Gaming, the #1 seed in EMEA. Короче, ставим лайки, подписываемся на канал. А пока что короткая. Хотя мы сейчас увидим, как Отиса. И добивают, и... И наши побеждают. Есть. Побеждаем. Not without some spots in there. A game victory in despite the record, that's got to be something that they are Ребята наши, вот Энс показывают. No one expected them to bring out this kind of performance, and yet they stood up to the Titans. They gave it their best shot. They got some game victories as well. Man, there was not all that much in it, considering it's a 957. It does not do ну все, ребят, здесь... О, 815, да, плюс соточку дали сюда. Сюда. А здесь... я все-таки... надо было голосовать за ту команду. Но на втором боте мы... Все, мы молодцы, нам плюс сотку дали. А на топчике мы тупанули, и то вообще случайно сделали. Все равно топчик первый, мне кажется, получит. Хотя и второй бот тоже может догнать. Так, ставим быстро. Так, О! 915! Я сейчас, если мне сейчас какое-то сообщение придет одно. Сейчас. Вот! Все. Да! У меня тара! У меня сейчас скин! Ребят, я дошел до... Я дошел! Это надо заскриншотить. Все, я забираю тару. Серьезно. Я не шучу. Я не шучу. Я что, пошутить бы был? Тут просто сейчас было это, как вы сами сейчас видели. И, короче, тара будет и на втором боте. Можно даже не смотреть ничего. Финал. Ну, вообще интересно. Ну, тара уже есть. На топчике уже тара. Да. Я просто в шоке. Сейчас я зайду. У меня глючит сам телефон еще. 1000 очков. Запоминайте это. На топчике 1000 очков. Я в офиге. Я получил тару! Ну, получу. Мы посмотрим, естественно. Пока маленький переход. Вот она, сама тара. Здесь можно выключать телефон, просто выходим. Мы на топчике закончили свою карьеру. Все, у нас теперь мы сейчас зайдем. Можно, да, этот телефон положить. Все. Сейчас пока не бегнят, и будет другая команда, я покажу, что выпала тара. Вот, как мы сейчас заберем тара. Так, сначала забираем монеты. Так, что мы вышли? И сама тара. А где тара? Не понял. А где тара? А вот тара, по-моему. Нет. А где тара? Я не пойму.
Нам тару? А, чуть-чуть, значит, надо подождать. Тара либо еще не вышла, либо надо подождать. Только не пойму, а где Тара реально? Серьезно, где Тара? Где реально Тара? Я не пойму, где Тара? Где Тара? Блин, боже мой. Маленький ящик. Я хотел заснять. А где реально? Так, личный. Так, вы получаете монеты. Вы получаете... Станция призраков. Так, стоп. Мы не поняли. Мы и не поняли. Что это такое? Где Тара моя? Где моя Тара? Где она? Я ее вот здесь должен забрать. Она мне должна прийти. Почему она не приходит? Я не понял. Сейчас мы проверим. Пока. Что? Хотел, блин, сходить по делам. Ну ладно. По делам хотел обрадоваться с них. Ну, понимаете. Ладно, пошли. Ну, значит, мы не вырубаем, снова включаем его. Блин, ну такой тоже может быть, ребят. Поверьте, я ни при чем. Слышь, малая, я тебе кака. Слышь, малая, я тебе кака. Такая, вот такая, сердце разрывное. Си! Си! Чемпионат по Бравл Старс. Я вбиваю и захожу. У меня летит Леон. Я его сейчас посажу. Насажу. Так. Я реально не пойму. Почему? Где? Алло. Сердце полыхает. Вот такая. Сердце полыхает. Тихо. Тихо, подписчики мои. Тихо. Сейчас просто я узнаю, в чем прикол. У меня даже сам Бравл Старс не заходит здесь. Не, ну реально. А, уже матч. Обновить. Эй, слышь, мама, я тебе кака. Вот такая, сердце разрывная. Ладно, перезайдем. Просит и здесь перезайти. Блин, ребят. Просто не понимаю, почему нам не дали. Что-то я не пойму. Что-то глючит все. Либо сам Brawl Stars уже этот кукуху поехал. Почему тут память? Это в чем я сейчас рассказал? Память я освободил. У меня очень много памяти. У меня работает камера. Ну, тихо. Так, все. Я снимаю свой ролик. Ее тебе не должно слышно. Короче, ее не должно слышно, не слушайте. Ее не должно быть слышно. Так. Так, продолжаем. Все, мы должны Тару сейчас забрать. Первая реакция моя. Я думал, там в зале буду. Ну ладно. Я не пойму. А, все, врубаем. Сейчас будет опять кто-то бубнить что-то. Я офигеть, что уже это начались там уже. Нет, еще не начались. Мы по-быстрому сейчас заберем. По-быстрому зайдем сейчас. Заберем. Ставим лайк на вот такой контент, как на моем видосике. Туда смотрел до этого конца. Тому подарю. Разыграем этот мега ящик. Я не пойму, где? Где моя Тара? Не, реально, ребят, вы получаете звездные очки. Где Тара? За этот сезон Тары, что ли, нету? Или я не пойму. Я перезайду сейчас. Вот это вы видеть не должны вообще. Ну, видеть вообще бы не нужно, но как бы... Я буду жаловаться на Суперсел, мне не дали ничего. Он глючит, все глючит. Ладно, забьем. Телефон здесь ни при чем. Потом зайдем, если что. Ну, зато я заберу на втором боте первее. А пока... Что еще бы хотелось бы сказать? Глючит Brawl Stars. Прям как не надо.
Не, серьезно, глючит. Чё? Кто играет этот матч? Кто выиграет? Сейчас уже разве они не выиграли? Bringing in a whole other level of aggression for Super Beach. I'm very curious to see how they want to, what they want to pair that with. If they maybe want to go, you know, something like a Poco, maybe a bit more rare nowadays. Like a Byron could still catch them up. Короче, понятно, Don't see a whole lot anymore, but it could still Плохонький. enough to just power through. Ну и тару, походу, еще не выпустили, я не знаю еще. Я, походу, первый, кто заберу тару. Наверное. Ну, из самых блогеров, там, наверное. Кто уже забрал тару, мне просто интересно. Ну и вряд ли кто еще выпустил, поэтому я еще не даю. Но я пожаловался, что мне тару не выдадут. Я был очень сильно жаловаться. Я жаловал такой накача, что здесь Brawl Stars будет у меня стоять на дебах. Ну, такая, кстати, подстава. А, может и удлиняться и опускаться. Я уже сколько... У нас с вами ролик. Сколько идет, блин? О, уже каточки начались. Я там не участвую, потому что я... Зачем мне дать, если там всего лишь 1000? 925. Давайте сейчас я его сложу и покажу вам еще. В нем прикол. Ну и команда, смотрим. Тоже прикольно, знаете. Я тебе какая. Вот такой он мини просто. Если вот так вот, высота его вот такая. А если вот еще удлинить, ну просто для показательно. Один. Нет, не хочется просто. Ладно. Забудем за это. Почему не дали тару? Я еще с этим поговорю. Обязательно. И разговаривать не только с разработчиками. Посмотрю, кто вообще тару получил. Там пишут, некоторые спрашивают, кто получил тару, я сегодня видел. Ну ее же... некоторые блогеры говорили то, что могут придавать с опозданием. Ну, завтра, наверное, тару дадут. Но я до завтра не хочу ждать. Я хочу сегодня, чтобы поиграть на ней. Среди вас, подписчиков, среди всех, что я добил. И на топчике уже будет она. Только она по-любому будет, даже если в конце именно вот самого этого... что такое? Ну, не знаю, что-нибудь придумаю. Yeah, that missed build from Firecrow also just disrupts the potential retake of the mid that Let's see if that is gonna bite them back. And so far they are able to get some good controls to by moving forwards inside. Нет, ему надо следующий. True, Firecrow was the splash to get Crew out of position, but he's dashing in and out and in and out. Eventually does get caught by Fire. More chance maybe for Pekka. He's going for it. Let's see if he can get it in. And oh my goodness! Pekka just goes through the entire team of Zeta Division 0. And surely that should be the first game. 5 seconds left. Is there a chance? I don't think so. And Chasmac, they'll be taking game 1. You could see the nasty plot forming in the guy's head from a mile away, and yet it still came through. What on earth is this from Pekka? That's why they picked this guy up on the roster. That is why they are such a powerhouse now. And to take that first game off of Zeta Division 0 is such a statement, but we also saw it with the previous underdog match, right? We can't all call the match just yet. In fact, far from it already. Good aggression on the left side. Kuru is going to be winning that lane matchup. Tufa on the right side also having significantly more trouble than he did in that first game. Now brought down to a 2v3, but soon to be a 3v3 once more as Pekka resumes his position on that left lane. Yeah, Tufa considering going aggressive on the right side, and this could be a big chance here for CMG if they're not careful on the side of Zeta, but they defuse that push quite efficiently. Let's see if
if they can hold it up as Tensei does get muted. He goes down. Guru in a tough positioning goes down too, but that burn onto Pekka keeps him too low to really attempt any sort of push. For now, Zeta Division are still in the clear, but Pekka has that super we saw earlier. How quickly things can escalate. We'll talk about quickness. Here comes Pekka around the left side. He's got some bad Давай. Well, it pays off at least in the form of one kill. Choppy's going to attempt to play it defensive with this ball. Good kill as well on the Pekka. Yeah, that's the kind of thing you can only get away with one time a match too, but he also had an idea of going for that ball, but Kuru respawned just in time. He does have his rage meter filled all the way up. It's going to peter off a little bit, but he does get the speed back from Pekka. Now looks for a positioning. Has to be cautious of the 10 side because that is his biggest counter. And here comes a little bit of damage from Fire. Kuru continues to charge forward, taken down in close range by Pekka. It's now down to a 3v2. A Choppy. He could get close in here if he's not careful. Great stun. 10 side with a Fire up towards the top side. Still gets taken down. Got to see the pass to the Fire, bro. Maybe something up to do. Everything's And it's a goal for Chazmak. Wow, Chazmak. They scored again. And Zeta Division 0 need to start being really careful if they still want to stand a chance in that first set. There's 30 seconds left and they're still short a goal. Tufa around the right side. He's gonna have to corner this one and play a little bit more defensive. He knows how hard the Choppy can be. Я еще хочу подснять. Ну, давайте встретимся в конце, ребят, потому что я уже устал. Встретимся в конце, когда уже выиграет команда, тогда я уже посниму. Пока. А потом, ну, для секунды пролетит. У меня там 15-20 минут. Что я уже устал. Подохнуть надо. Я буду смотреть дальше. Так, короче, продолжаем. Если хотите, чтобы моя сестра была в следующий раз в ролике, ставим лайки, подписываемся на канал. Будем играть в Brawl Stars, да, Дарина? Да? Вот, все, слышали. А, самое лучшее. Понятно? А у всех. Ой, извините. Пошли. Ну, кроме моих родных и подписчиков. Нормальных подписчиков, а не каких-нибудь там хейтеров. Я вас люблю, хейтер. Хотя нет. Дайте подумать. Нет. Нита. Oh no. Oh, такой. Oh no. Oh no. Oh my god. No. Oh no. Oh no. No way. No way. No. No. Oh no way. I don't see it. I did see it yesterday for Snowboard versus Team Queso. I said it, and it didn't work. I'm gonna be honest. I have more faith in Zeta Division 0, especially when they had the max 2 lineup. But I don't know, man. I'm never convinced by the need, at least not in the recent meta. I want to be surprised, I want to be shocked, and Zeta Division 0, they have the capability to do so for sure. Well, there is a wall break possibility. You can max speed into the enemy base. Maybe. I think really the big story here is that Nita, she's here expressly to counter out a tank as a last pick from Chazmak Gaming VR, which is very, very threatening. There's not a single tank counter on the side of Zeta Division 0 with the exception of Nita. And while she might be the number one that comes to mind when you think of tank counters, she farms supers off of them so easily. She gets them in 4 or 5 shots. It's really, really easy looking when you get down to it when it's played properly. Here's a spike though, and I think really every single one of these brawlers is going to be fairly good versus Nita. The only exception in my mind is Otis because he can't peek the shots as effectively as Nita can. She has a deceptively large hitbox, and I also think it's just a brawler that people aren't really used to playing. She's been out of the meta for so long, and maybe he's hit 0 playing to bring it back. It's 3 shots against both the spike and the recoil. 945 просто. 55 мне нужно. Дарин, слышь, мне нужно еще 55. И подписчики. Короче, всем говорю. Мне нужно еще 55 этих, ну, золотых этих кубков, жетон, ну, можно так и назвать, жетонов, и все. И мы будем тащить. Тащить будем. Жестко тащить тогда. Bouncy castle off, and oh my goodness, the Choppy does shut him down.
Ложка, жестко. Some damage down there as it is a 2-on-2. Chappie heading towards that save. Let's see how this one plays out as Kuru also gets into a good angle on the left side. Chappie on the right side, he's making sure to go for some Yes, no. Over that wall, and now it's stupid. Pekka's problem with the boat. Bird is taking so much damage, and now with all the 1%! 1%! Успею я! Это будет зря старание час. Шит, я успел! 1% на телефоне. Учитесь, кто так не умеет. Я думал, все, сейчас сядет, думаю, уже всем пока, типа, ММА, в следующий раз засниму. А нет, дальше, все успели. Если бы я сейчас бы не успел, было бы потом бы снимать надо было бы. Поэтому как бы. Это величайшая подушка. Ладно, пора уже мою хайру играть. Всем пока. Мое лицо исчезает, потому что все. Будем так смотреть, комментировать. А так я вам мешаю, сам то на камеру смотрю, то туда смотрю, то туда. Так я буду смотреть и просто как играю. Поэтому пока что давайте все. Начинаем дальше. Без моего лица. Ну, мы и так, блин, долго снимаем уже своим лицом. Вот реально из Брососа можно мемы делать, но не знаю. Короче, забейте на все. Забейте. А вы не мешаете нам жить. Ты назвал Рональдо. Честь Рональдо. А вы не мешайте нам жить. Ты назвал Рональдо. Честь Рональдо. Tons of value, just that positioning was key in unlocking things further on. Let's see if we see a second set in the hands of Chansmack, or if Zeta Division 0 can catch up. Well, already some good damage flying in from Tensai and Choppy on the right side. Choppy's getting good dodges versus the curveballs. He needs to close in and get that super, though, but he's outranged by every single one of these brawlers. Still good dodges, but eventually pinched out by Tufa and Firecrow. Tensai now migrating around the left side, being careful about not giving Tufa the heal. Here it comes. A heal onto Tufa to keep himself alive as well. So Chansmack Gaming VR have taken a hefty amount of damage on their save, and they get to return back to mid, but not without some deep battle scores. Yeah, a 33% lead is very good on the side of Zeta Division 0. We saw earlier that Chansmack have the capability to retake and turn things around. A 1-for-1 trade in the mid as Firecrow is going to be dropping, and a chance for a little bit of damage from 2 pound save. He's in a tough spot, forced to pop out a gadget. The heal does connect, so he should be able to reset quite nice. Yes, the Chappie is pushing with a bear, and that bear is what really sells Nita in this sort of situations. Kuru low HP as well. Firecrow gonna whip a couple shots, does get a kill in the end. The Chappie is pushing forward with the bear, and the bear is getting the connection. The value is unreal from Zeta Division. That save is all the way down to 16%. Наш пока выигрывает, ребятушки. Выиграют, играют. Но они уже никак, все уже понятно. Все ясно. Zeta 0 on the left side are just going crazy. The amount of wall break is severely limiting what Pekka has to offer. Firecrow might be the next to get pitched out here. Little wall break, easy access for Tensai. Just needs to dodge at the last shots from Tufa to confirm the kill. And Zeta 0 bring it back. It is going to go to game number 3 in this set, and they interrupt the win streak of Chansmack Gaming VR. 3 games in a row on the side of Chansmack, and Zeta, they managed to break that streak. Мы ставили за них и будем ставить за них. Это лучшие ребята мира. Но вообще мне нужно еще 40 таких. Ну не 35. Ой, не 45, потому что, вы понимаете, прикол. Ну, короче, 35 вообще нужно мне. Еще. Мы это сделаем. Вообще 40. Потому что как я еще 5 дней заработаю? Только максимум
кажется, будет за 5 или да. Ну вот как вчера было за 2, я когда выключил видос, был еще за 2, там факел, типа, вы готовы ко второму дню? И там я вот такой пролистал, типа, ну да. А на этом не успел. Тем более мы еще тут переходили с того аккаунта на другой. И я такой подумал, можно нажимать без разницы, какая разница, равно сотку дают на угодно. Тут правильно не говорили то, что отвечать, если правильно, то сотку дают. Сверху вообще. Ну, вообще, не обязательно. Вопрос, кстати, сейчас что-то мало. Вчера было намного больше, что-то мне кажется. Или мне так кажется. Может, это просто только начало, поэтому. Ну, будем смотреть. То я сначала болтаю, а потом нет. Странный, да. Делайте 1-1 и все. Да, рикошет, они же могут выиграть, но они не должны выиграть. Да, чисто нормально. Смотрите, не посмотрите. Eventually gets shut down. Pekka a chance to get some more damage on Save. Guru gets caught in the middle of the shot, and that super melts him down. Even more of a lead now for Chasmag, but there is still plenty of opportunities in those final 30 seconds for Zeta to turn it around. Not sure if that was a clean or an absolutely filthy play there by Pekka just moments ago. Наши могут проиграть. Если сейчас не тупанут. Давайте, идите. He could have a shot. No, taken down by that curveball from Tupa. A little bit more damage on Да. Choppy Guru going for it, but they're Это капец. just 3 seconds left, and it's a surefire Это victory капец. for Chasmag Gaming BR. They take set number 2 off of Zeta Zero. Chasmag Gaming BR are making that themselves proud so far. 2 sets in a row. Блин, это непонятно. Zeta Division, I mean, wow, they're struggling. We have yet to see that really this year. They've been mainly struggling against each other, right, between the two sister teams. This time around, it seems like Chasmag might just do avenge their own sister team of Chasmag Gaming EU that fell against Zeta Division 1 just yesterday in the first match of the World Finals 22. What a performance so far from Chasmag, and I like the risks that were taken by Zeta. Danita brought in here as well, but they did such a good job on Chasmag's side of things to shut it down. We barely saw any barriers. There were just so few, and it's really the selling point when it comes to Nita. Unfortunate situation there. I mean, risks taken by Zeta Zero, and I think a lot of people would say these guys, they're the current reigning world champions as well. Do they really need to take risks in order to get a victory here? Well, we're moving into a very, very consistent mode for Zeta Division Zero. Now, 77% win rate and only 52% win rate on the side of Chasmag Gaming BR. Unfortunate situation. It could be an advantage for Zeta Zero. Ой, блин, круто искрит, знаете, блин. Сейчас, блин, ну, заработать макака, если курать. Там, типа, сейчас 5 секунд. Вот опять нету, да ну ладно, все. Тупой прикол. Лайк, подписку, комментарий, пишем. Любой, без разницы. Ну, главное подписка. Лайк. Лайк тоже нужно ставить. Надо было наш лайк, но уже такой есть новый канал, поэтому как бы, ну, наш куда Тимофей, лучше Тимофей, там кот, прям хороший кот Тимофей. Да, запомните это имя Тимофей. Ой, не Тимофей, но Тимоха. Ну не Тимоха, а как бы объяснить вам. Просто кот, ну я его называю Тимофей. Есть Тима, а есть Тимофей. Тимофей. Есть Тимоха. А это Тимофей. Ну Тёма. Тёма, да. Не Тимофей, а Тёма. Просто Тёма. Тёма. Кот Тёма. Тимофей это мой брат. Поэтому как бы Тёма. Тёма. Где этот кот? Ладно, продолжаем. Этого кота я даже почти не искал. Просто такой посмотрел.
Мало ли он тут шастает. Очень много не увидели, но я вам хочу показать. Ребята, ставим лайки. Подписку не забываем. Не пойму реально, а где Тара? Давайте посмотрим сейчас. Я не знаю просто. Тихо. А если сейчас Тару не дадут? Я просто этот Brawl Stars. Реально сейчас пойду. Не обыгрываю их. Давайте мне Тару. Реакция моя должна же быть какая-то. Фоткать, скриншоты. Да, ребята. Пришло. Вы получаете яростная Тара. Яростная Тара. Все, пришел. Реально я получил. Вот он сам скин, сейчас покажу. Ну, скин, ребят, поздравляем меня. Да, я его выбил. О, новый значок еще Тара дают в подарок. Оказывается. Поэтому в магазин заходите. Я поэтому еще зашел. Я вспомнил, что еще дают. Так, тихо. Тара. Где Тара? Тара. Вау! Яростная Тара. Разрушитель. Поздравляем! Но это не на моем аккаунте. Если будет на моем, это будет вообще пресс-класс. Я говорю, надо просто чуть-чуть подождать. И тогда приходит. Ну, сейчас уже по-любому играют. Все. Ну, я, если сейчас буду, я дальше не буду смотреть, потому что я хочу уже играть сам в Brawl Stars. Ну ладно, но... Понимаете? Тару бы обновить бы. 975, сейчас мы на втором боте тоже Тару заберем. И, короче, понятно. И будет у нас просто шедевр, а не жизнь. У меня бы еще один аккаунт, я бы вообще... Было бы вообще... Жизнь был бы, да, если был еще аккаунт. Они только начали играть, я успел, как раз так забрал. Поздравляем топчика, у него теперь скин есть. Он первый забрал, потому что у него был чуть впереди так. А не за то, что там я типа на его аккаунт зашел и так долго играл. Ну вообще, он больше еще забирал, но вообще так можно тоже сказать в некоторых турнирах. Но сегодня и я заберу. Все-таки я не буду ваше обещание выполнять. Я сказал, если я на топчике, да и, ну, успею пройти хотя бы до 2 или до 3. А я выполнил сразу первое испытание и сразу же получил вот этого яростную Тару. И сейчас я получу яростную Тару, я говорю в конце, но я теперь говорю то, что я ее получу вот сейчас вот. Либо во втором, либо в третьем. Даже не знаю. Да, наверное, до 3, давайте до 3. Ну, это вообще будет нечестно, ну, чтобы выполнить хотя бы одно, этого, какое-нибудь ваше желание. Одно. Давайте все-таки до 2, да. Вот тот, который уже прошел турнир, и этот. Если мы сейчас добьем, значит мы молодцы. Если мы не успеем, ну, добить, значит я исполняю какой-то из подписчиков. Пишите просто в комментариях любое желание. Я комментарии не буду блокировать. Все будет классно, нормально. У нас как раз там 75. Вам еще тут... Нам нужно еще 3 каточки примерно посмотреть, и все. Главное, чтобы тащили. Наш пока лидирует. Ну, где синяя кнопочка, ну. Синюю кнопочку давайте, вот все. Рональду. Рональду. Не звоните. Мне без приглашения не приходите. Сын зовут Рональду. Честь Кристиана Рональду. Бравл Старс! Бравл Старс! Бравл Старс! Йоу. Я просто рад, что у меня Тара будет. Этот скин будет стоить 149 гемов. Но вообще, кратко, я бы его за 150. Зачем? Просто один гем кто-то сэкономит. Ну ладно. Это Brawl Stars делал, я же не разработчик, чтобы там что-то там говорить за такое. Я же не прям как разработчик такой крутой.
Вы не знаете. Ну, это прям классно, но если наши сейчас... Должны сейчас красные вообще выиграть. Ну и должны и наши выиграть, чтобы не проиграть свой титул. А сейчас будет ничья, будет еще 5-й раунд. Это будет так долго, это будет очень долго тогда. Я хочу мама посмотреть. Они по связи или как там вообще? Ну я хоть тару получу, но хочу уже посмотреть мама. Только я буду посмотреть на каналах. Я буду не здесь смотреть, а на ютубе и сам, ну, может быть, и с вами. Ну, вы можете посмотреть на других каналах, потому что уже сколько? Уже сейчас, ну, может и второй час пойти, но это будет очень долго. Я не хочу. Наверное, ну, засниму ММА. Там короткие, может быть, какие-нибудь эти. Там какие-нибудь случаи и все. Все наш. Ну, 1-2. Пользу наш. What a way to turn things around as well. That was a dominant set, and that should be bringing back the momentum towards the Japanese side of things. Some size, some smiles, some signs of relief, a little bit of crowd pleasing as well from the side of Zeta Zero as they get the cheers going as well. They are in for the revenge tour after those first couple of sets. And in a dominant way too, not a single kill on the side of Chazmag Gaming VR throughout that, but I think we could say that Chazmag Gaming VR offered a similarly dominant performance when it came to Brawl Ball, which was their more dominant mode as well. The stats, they don't often lie. This is one of those situations. We'll have to see if Zeta Division Zero or Chazmag Gaming VR is favored by the next set, but so far, Zeta Zero, they're looking clean on a track record to get back into their usual form. Yeah, well, I'm sure we'll see it on the stats in just a second, but I don't know if you guys at home realized, if you guys kept track of the stars and the kills, but look at it, there's one. I'm saying the kills, it's the kill singular on the side of Chazmag Gaming VR, and I'm gonna be honest with you guys again, I think that kill pick was a huge mistake. I'm assuming they wanted to prevent, you know, maybe a Darrow or something over aggressive to show up on the final pick for Zeta Division Zero, but it didn't show up, and that leaves you open with a guild that has zero good matchups, that is not good in bounty, that is... Короче, грубо говоря, на этом пока что все. Я вас всех люблю. И всем пока, потому что я уже устал. Но вообще я хочу реакцию записать. Ну пока, ладно. Ну для вас, я думал, секунда пройдет. Ну для вас реально секунда пройдет. А для меня это пройдет минут 2. Поэтому пока что. Пока на несколько для моих минут. Ну, если вы увидите, когда я открою тару, либо увидите, когда выполню все, и тогда я включу, может быть, я не знаю. Ну, короче, погнали пока что. Мы продолжаем дальше и погнали. Вот как раз, кстати, синяя кнопка. О, нам остается один раз нажать, и у нас будет тара. Вот сейчас они доиграют, и мы можем дальше не смотреть здесь на этом. Можем будем дальше смотреть через там, я не знаю, ММА. И посмотрим через ММА, и будет у нас новых бойцов. Уверен. Да, блин, мне на один остается. Зачем мне обновлять? Обновлять не надо. Подключено другое устройство. А что подключается? Какое другое устройство? Я не понял. Как оно подключается? Если я должен подключаться, причем тут другое устройство? Я больше никому не давал свой ник. Что-то непонятно. Может, либо лаги с интернетом, либо кто-то реально подключается. Но я заберу тару, это моя тара. Что-то не понял. Бэйби, что пятна? There's no doubt in my mind. What health on? What? The survival from Firecrow. He goes down shortly after, but the survival is certainly impressive. Chazmag Gaming VR, they try to retaliate, but Zeta Division Zero wipe him out, and they got that mid control back. Yeah, it looked like Chazmag were getting away with this one. Ролик уже идет час, и вот сейчас час, ну, минуту 30 добьем. Давайте уже. Наши малышики не выигрывать. Вы уже ничего не решите. Мне уже тару тут один этот только клик и все. Я сейчас это заскриншочу. Так, куда я вышел? Подожди, стоп. Стоп. Да.
low HP and the connection from Tufa as a super. It is still the lead for Zeta Division 0, but it's so incredibly close. It's a war of attrition. Whoever dies. Мне еще 5 бы вообще. Но будет больше. Ну, наши могут и выиграть, но вообще я за них болею, за наших. Да давайте уже, давай. Да выигрывайте уже кто-нибудь, синие там, я не знаю. Да, синие могут, кстати. Вообще они должны выигрывать. О, такие. Все, синие выиграли, поздравляем. Выиграли Zero. Я их так... О, Zero! Все. Все, сейчас тару получу. Все. Вот, нету синей кнопки. И где моя синяя кнопочка? Давай, синяя кнопка, приди. Приди, синяя кнопка. Где синяя кнопка? Я такой, все, синих кнопок больше не дают. Не, должны дать. Где синяя кнопка? Синяя кнопка где? Вы меня слышите? Где синяя кнопка? Мне тару нужно забирать. Все, Brawl Stars. Или они меня услышали? То, что... Ладно, мне еще не надо тару забирать. Блин, мне тару еще только, если они выиграют. Красные. Ну, арена где? Привет, Миш! Это вырежу. Здесь синяя кнопка, реально. Finds a nice flank now to take down the healing station, get some big damage onto Tensai, and a chance for Chasmac to start catching up again. But Guru refuses to leave this back left corner. Firecrow's trying to contend him on his own. It's going to be difficult. Firecrow. Реально, а где синяя кнопка? Я не понял. А почему синюю кнопку не дают? Вы что, издеваетесь там, разработчики, сидите? Прикалываетесь? Не, серьезно, прикалываетесь? Если просто прикол. Где синий? Это как-то нечестно. Set 5 is so close now. But let's see. Because Chasmac, they're not giving up just yet. They want to keep everything of an advantage that they've built up in the last half an hour. Tensai gonna get tagged up again. That healing station not gonna last for very long. So the Division 0 are dangerously close to the finish line here. Let's see if they can make it happen. Are catching up, but slowly. There's only 40 seconds left on the clock as well. He's gonna go. Oh, never mind, not quite down. The heal comes. Ну блин, если не дадут, это будет жестко, это вот зашквар. Division 0, they find a kill. They straight it out. Tensai is low. A connection onto Guru as well, but it's enough. Блин, я не понял, почему не дали-то? В смысле, не ерунду вот это не поставили. All the way to set 5. Reverse sweep from Zeta Division 0 could be coming in. The first two sets with confidence. Ладно, ребят, всем удачи и всем пока-пока. Реакцию вы увидите попозже чуть-чуть. Да, ребята, я это сделал. Подписывайся на канал, ставь лайки. И сейчас мы ее забираем. Заходим в Brawl Stars. Эко, Пикачу. Так, подключаемся к серверу. Так. Бизнесом бизнес. И второй бот заходим. И та-та-та-та-та-та. Да, вот она. И забрать. Это монеты. А где тара? Я не понял. Не обновить? А ну-ка, бан участвует? Кстати, в бан я специально, просто это не мой аккаунт. Ну, моего друга, я там не хочу вообще.
Это его проблема. Это то, что он баранин, а он не участвует, это его дела. Как бы. Не будем читать. Лика закон. Он даже ничего не забирал. Ну. Давай я просто заберу мои эти. Он даже не участвует. Он даже, походу, не знает то, что тут есть. Он либо слепой, либо он глупый. Что там ему за подарочек? Это что? Это не я писал. Это третий аккаунт, не мой, моего друга. Еще раз повторюсь. Лох. Просто лох, который играть не умеет. Он уже даже набрал старт забил. Он, походу, его удалил. Не знаю. Он удалил, зачем это аккаунт? Тогда надо на нем тоже играть. Но я не буду, я не хочу. Вообще какой-то нулевый, честное слово. Если когда-нибудь захочу, но не на этом. Божи, мама. Опять не пришло сообщение. Ну ладно, ребят. Всем удачи и всем пока-пока. Если что, я засниму видео. Всем удачи и пока!